Исследования показали то, что если человек регулярно употребляет энергетические напитки, то это ложится колоссальной нагрузкой практически на все органы и системы его организма. И регулярное злоупотребление ими может привести к очень серьезным заболеваниям и даже к летальным исходам, что в принципе иногда попадает в новости. И по этой причине во многих странах мира борются с энергетиками, а в некоторых странах их даже запрещают продавать в обычных магазинах. Так чем же опасны энергетики? Либо, может быть, все эти слухи сильно преувеличены и иногда их пить по чуть-чуть, но можно? Давайте разберемся в этом видео, и мы ответим на все вопросы, так что досматривайте ролик до конца, будет очень интересно и полезно. Итак, вначале давайте рассмотрим плюсы энергетиков. Да-да, их положительные эффекты. Как ни странно, возможно, вы не ожидали, но все-таки справедливости ради стоит об этом сказать в данном ролике. Действительно, энергетики поднимают нашу работоспособность, улучшают нашу умственную активность, помогают бороться со сном, увеличивают физическую выносливость и приподнимают настроение и субъективные ощущения. Другое дело, что если мы хотим всю ночь готовиться к сессии и пьем энергетики до самого утра, чтобы учиться, то эта идея, конечно же, ужасная и абсолютно неэффективная, потому что в таком режиме наш мозг никак информацию не усвоит, так как было доказано, что запоминание идет в процессе сна. Поэтому, если вы используете энергетики, чтобы всю ночь учиться, то не делайте этого. Но иногда энергетики могут служить своеобразной палочкой-выручалочкой. Если, например, вы едете на длительную дистанцию, вы за рулем, вы дальнобойщик, либо просто переезжаете в другой город, и чтобы не заснуть за рулем, потому что днем у вас нет возможности ехать, то действительно можно принять энергетик, поскольку вреда будет гораздо меньше, нежели если мы улетим в кювет, либо на встречку, заснув за рулем. Также энергетики влияют и на нашу физическую выносливость, но если мы это делаем для занятий спортом, то, опять же, идея тоже плохая, потому что чрезмерная нагрузка на сердечно-сосудистую систему может послужить нам очень плохую службу. Так что, в принципе, на энергетике мы можем пробежать дольше и дальше, но вопрос, какой ценой? Что ж, пожалуй, с плюсами можно заканчивать и переходить к минусам, и, в общем-то, минусов, конечно же, у энергетиков больше. Итак, главный компонент всех энергетических напитков – это, конечно же, кофеин. Это, пожалуй, сильнейший стимулятор нашей центральной нервной системы из тех, которые разрешены законом. Потому что все, что сильнее кофеина, уже запрещено. Задумайтесь об этом. А кофеин очень здорово истощает нашу центральную нервную систему, то есть наш мозг. Положительное действие от энергетика длится примерно около 4 часов, после чего начинается уже обратная реакция. И иногда у людей возникает желание закинуться еще одним энергетиком. И тут истощение нашей ЦНС будет только накапливаться. А что такое истощенная ЦНС? В конечном счете это плохой сон. Даже если мы формально и заснем на фоне энергетика, то сон будет гарантированно некачественный, поверхностный и неглубокий. Если долго этим злоупотреблять, то, конечно же, это весьма разрушительно для наших клеток мозга. Также, помимо проблем со сном, это может вести и к повышенной раздражительности, утомляемости, сильно влиять на настроение в негативную сторону и, конечно же, вызывать довольно выраженную зависимость. И некоторые люди действительно буквально зависимы от кофеина. Это может выражаться не только в том, что они выпивают по 1-2 банки энергетика каждый день, но и, например, регулярно пьют кофе по несколько чашек. Хотя в энергетиках, как правило, кофеина еще больше, чем в кофе. Следующее негативное воздействие ударных доз кофеина – это, конечно же, наша сердечно-сосудистая система. Я думаю, если кто-то когда-нибудь выпивал энергетический напиток, особенно если он выпивал их 2 штуки, то мог испытать эти довольно тягостные ощущения в груди, когда сердце буквально колотит, как будто ты слышишь и чувствуешь, как оно бьется у тебя там внутри, настолько сильно оно нагружено. Очень здорово поднимается артериальное давление, а если еще на этом фоне мы дадим сердцу сильную физическую нагрузку, например, на дискотеке мы выпили энергетик и танцуем, либо перед занятием спортом, не дай бог, то негативный эффект будет очень и очень выраженный. А если этим злоупотреблять регулярно, то, конечно же, это приведет и к возникновению заболеваний.
Следующий негативный эффект от энергетиков – это их мочегонный эффект. В первую очередь в силу, конечно же, все того же кофеина. Ничего удивительного, что после приема банки энергетика нам захочется в туалет довольно быстро и довольно сильно. И все бы ничего, но зачастую люди забывают восстановить водный баланс. Ну, как вы думаете, вот из тех людей, которые выпили банку энергетика, кто из них выпьет после этого литр воды? Ну, практически никто этим заниматься не будет. Люди увлечены другими вещами, скорее всего, если пьют энергетики. А между прочим, обезвоживание идет достаточно сильное. А если человек еще параллельно с этим танцует, либо занимается спортом, то теряется такое количество воды, что это уже наносит серьезный урон нашему организму. Также помимо кофеина в некоторые энергетики добавляют и другие вещества, будь то таурин, либо глюкоронолактон. И добавляют их, кстати, туда просто в огромных количествах. Например, добавляя таурин, могут превзойти суточную дозу аж в 10 раз. А вот в случае с глюкоронолактоном могут превзойти суточную дозу и в 250 раз. Конечно же, энергетиком можно и передозироваться. И что из-за этого человек будет ощущать? Ну, спектр симптомов весьма широкий. Это может быть как и рвота, и диарея, и боли в животе, и серьезные перебои в работе сердца. У человека может подняться температура, повыситься потливость, развиться аритмия, либо обостриться язва желудка. У некоторых людей возникает спутанность сознания и даже галлюцинации. Конечно же, психомоторное возбуждение, которое у всех проявляется по-разному, но в общем и в целом это определенное беспокойство, нервозность. Некоторые люди начинают вести себя даже немного неадекватно. Ну хорошо, а каковы долгосрочные последствия в случае регулярного употребления энергетиков? Это, например, могут быть проблемы с желудочно-кишечным трактом. Также у этих людей могут развиться и регулярные головные боли. Еще стоит сказать и про дополнительный ингредиент, который содержится в любом энергетическом напитке, это, конечно же, сахар. И вообще говоря, в целом, сладкая газировка, даже не энергетическая, относится к одному из самых вредных продуктов. О вреде сахара я рассказывал во многих других своих предыдущих роликах. И энергетик — это просто еще один крайне нежелательный дополнительный источник и способ им злоупотребить. И отдельно, конечно же, стоит сказать про такой пункт, как совместное употребление энергетиков с алкоголем. Это вообще гремучая смесь. Хотя люди частенько этим грешат, и, собственно говоря, даже некоторые коктейли уже готовые продаются, где смешивают кофеин с алкоголем. И это, можно сказать, просто катастрофа. Это ужасно. Потому что негативные эффекты при их совместном усилии буквально удваиваются и утраиваются. Во-первых, это все тоже обезвоживание. Кофеин ведет к довольно сильному обезвоживанию, и алкоголь тоже ведет. Если мы употребляем их совместно, то чтобы как-то это компенсировать, надо выпивать хотя бы по литру воды, иначе последствия будут очень неприятные. Также совместно эти два товарища оказывают очень противоречивое воздействие на наш мозг. И если алкоголь скорее угнетает активность центральной нервной системы и делает ее более такой заторможенной, то кофеин воздействует как стимулятор и наоборот возбуждает центральную нервную систему. В результате такого рассинхрона и диссонанса мы получаем довольно сильное истощение нашего мозга. Ну и, конечно же, воздействие на наши почки. Так был довольно известный случай, о котором писали в новостях, как один британец имел себе привычку выпивать до 4 банок энергетиков в день, после чего у него возникли очень серьезные проблемы с почками. Обратившись к врачам, восстановить их работу уже до конца не получилось, и ему рекомендовали их пересадку. В общем и целом, если вам иногда хочется немного принять энергетика, то делайте это крайне осторожно. Во-первых, не принимайте энергетики на пустой желудок. Во-вторых, ни в коем случае не пейте больше 1 банки. В-третьих, никогда не занимайтесь активной физической нагрузкой вместе с приемом энергетиков. Также никогда не смешивайте их с алкоголем. Обязательно пейте жидкость, чтобы избежать обезвоживания. И всегда помните, что прием энергетика – это стимулятор, который плохо отразится на вашем сне и обязательно потребует после себя определенного восстановления. Энергетические напитки или энергетики очень популярны в России и за рубежом, особенно среди молодежи. По данным СМИ, от 30 до 50% молодежи во всем мире регулярно употребляют энергетики. И что тут такого, скажете вы? Наверняка многие клубились на тусовках, заряженные парой-тройкой баночек энергетиков. Да и в период сессии такие напитки стали спасением. Тем более, что производители энергетиков, особенно безалкогольных, наоборот говорят о сплошной их пользе. Следом за производителями
потребителями идут маркетологи, которые тоже убеждают нас не отказываться от заряда энергии. Ты втираешь мне какую-то дичь. Пить энергетики, по их мнению, круто и модно. Давайте разберемся, так ли безвредны энергетики. Сначала о безалкогольных энергетиках. Условно их можно разделить на две группы. Напитки, содержащие стимуляторы, и спортивные витаминизированные коктейли. Напитки, содержащие стимуляторы, известны, и их можно найти в любом продуктовом магазине. В основе их состава кофеин. Суточная доза кофеина для человека 400 мг. Для примера, в одной банке энергетика может содержаться до 160 мг кофеина. Если в течение дня вы пьете еще и другие напитки, чай, кофе, колу, шоколад, то превысить суточную норму не составит труда. Согласно исследованиям, избыток кофеина в организме приводит к истощению нервной системы, перепадам давления и головной боли, а также вызывает привыкание. Для людей с повышенным давлением, болезнями сердца и нервной системы энергетики строго противопоказаны. Второй главный компонент, содержащийся в больших количествах, это таурин. Передозировка таурина может вызвать перевозбуждение и истощение нервной системы. Также в энергетики добавляют матеин, женьшень и гуарану, которые сами по себе имеют сильный тонизирующий эффект. И, конечно, все это дополняется сахаром, красителями и ароматизаторами. Спортивные витаминизированные коктейли представляют собой углеводно-витаминные смеси для восполнения запасов жидкости и электролитов в организме. Они все чаще пользуются спросом у людей, ведущих активный образ жизни. Употреблять такие напитки сами производители рекомендуют не более одной банки в день. Все дело в том, что содержание витаминов и микроэлементов в одной банке практически равно суточной норме для взрослого человека. Передозировка витаминов и микроэлементов в организме человека может вызвать различные побочные эффекты: учащенное сердцебиение и судороги, повышение давления, нарушение обмена веществ и другое. Кстати, об этом написано в книге «Пищевая химия». Более подробно об этой книге вы найдете в описании, а также другие ссылки на исследования. Кроме того, если такой коктейль содержит хотя бы немного кофеина, пить его после тренировки с целью восстановления нельзя. Кофеин обладает мочегонным свойством, а после тренировки человек и так потерял много жидкости. В результате может возникнуть обезвоживание. В большом спорте уже давно существует тенденция к замене витаминизированных коктейлей на натуральное какао, смузи или соки. Во многом популярность безалкогольные энергетические напитки получили с помощью известного мифа о том, что они дают нашему организму энергию. Учеными давно доказано, что сам напиток никакой энергии не дает, а лишь помогает использовать ресурсы нашего организма. Если человек постоянно употребляет энергетики, то после всплеска физической активности энергетические ресурсы организма быстро уменьшаются. За этим следует усталость, бессонница, раздражительность и даже депрессия. Особое внимание хочу обратить на вред от употребления энергетиков детьми и подростками. Еще в 2011 году Американская академия педиатрии опубликовала отчет, в котором говорится, что такие напитки замедляют рост, способствуют ожирению, снижается умственная активность, и по словам педагогов и тренеров из американских школ, подростки, выпившие энергетик перед спортивной тренировкой, были активны в течение 15-30 минут, а затем быстро потеряли интерес, и у них появились апатия и снижение концентрации. Теперь об энергетиках, содержащих алкоголь. Многие, кто их употребляет, считают, что это лучше и безопаснее, чем крепкий алкоголь или пиво. В интернете на форумах можно даже встретить людей, которые хвастаются избавлением от пивной зависимости с помощью алкогольных энергетиков. Таких людей вводит в заблуждение небольшая доля алкоголя в таком напитке. Но дело в том, что это этиловый спирт и кофеин – два противоположных вещества. Этиловый спирт замедляет работу сердца и затормаживает нервную систему, а кофеин, наоборот, ускоряет. Работая в таком ритме, сердце может просто остановиться. Кроме того, такая ядерная смесь влияет на нервную систему и способна вызывать у человека раздражительность и агрессию. Таким образом, два вещества, и так вредные по отдельности, оказывают вдвойне пагубный эффект. С энергетиками как безалкогольными, так и спиртосодержащими давно пытаются бороться во всем мире. Повод для этого есть. Неоднократно в СМИ появлялись сообщения о многочисленных летальных исходах, связанных с побочными эффектами от употребления энергетиков, таких как судороги, фобии, инфаркт миокарда, аритмия, инсульт, психические расстройства и суицидальное поведение. В отдельных европейских странах безалкогольные энергетики продают только в аптеках и в ограниченном количестве. В России политики периодически возвращаются к вопросу о запрете. На
продажу спиртосодержащих энергетиков, в некоторых регионах появились предприниматели, которые самостоятельно отказались от реализации энергетических напитков. Но, как показывает практика, никакие законы, штрафы и санкции не остановят человека, сознательно делающего выбор. В данном случае в пользу распития энергетических напитков. Удивляет факт, что многие, кто испытал на себе последствия их распития, зная о вреде своему здоровью, продолжают быть благодарными потребителями данного продукта. С трудом верится, что ради минутной бодрости и эйфории люди готовы пожертвовать своей жизнью. Делайте правильный выбор, берегите себя и будьте здоровы. На этом закончим ролик. На канале можете найти много интересных видео о пользе и вреде овощей и фруктов, а также о болезнях и способах их лечения. Поэтому прошу не забыть подписаться на канал и нажать на колокольчик. Еще буду благодарен, если поставите лайк и поделитесь роликом с родными и близкими.